Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно рада приветствовать сегодня в этом видео близнецов, так как это будет прогноз именно для них. Мы посмотрим, каким будет февраль для людей, рожденных под знаком Близнецы. У нас будет одна общая позиция для всех, выбирать ничего не нужно. И мы с вами разберем основные сферы. Общую атмосферу, общее настроение, работу, финансы, личную жизнь, ну и совет с предостережением. Итак, какая общая атмосфера для близнецов в феврале? Каким будет февраль? Семья. Прекрасная карта, которая говорит о том, что здесь вы будете заняты семейными делами. У кого-то это рождение детей, долгожданная беременность, у кого-то это создание семейного союза. Для тех, кто одинок, здесь велика вероятность встретить человека, с которым возможно создание семьи. В целом, февраль для вас будет стабильным, но придется, знаете, вот как будто навести порядок, расчистить пространство и избавиться от того, что мешало вам ранее. Карта метла, она может указывать на какие-то порой ссоры, порой разногласия, но она несет не только негативный посыл в себе, она больше, скорее, позитивная карта, потому что она призвана расчистить пространство от того, что вам мешало. В целом, с вами останется ваша стабильность. Все, что вам необходимо, дорого, ценно, останется при вас. Вот эта метла, она избавит вас от мелочных людей, от подлого окружения, от тех сфер жизни, возможно, это было какое-то общество, которое отвлекало вас от достижения каких-то ваших глобальных целей. То есть все, что вам мешало, все, что становилось препятствием на вашем пути, препятствием становилось, от этого вы избавитесь. И у вас будет возможность, знаете, вот как будто бы под микроскопом детально рассмотреть все ситуации, увидеть те моменты, которые были от вас скрыты. В целом, весьма благоприятный, благополучный будет для вас февраль. Теперь давайте посмотрим, что в работе у близнецов в феврале. Итак, работа, рабочая сфера для близнецов. Знаете, в целом все прекрасно и хорошо. Возможно, отсылка на какие-то проекты, на каких-то людей, с которыми вы работали, общались ранее. Это могут какие-то быть давние проекты, дела, которые потребуют продолжения. Не могу сказать, что завершения, а именно продолжения. Они были актуальны в прошлом, актуальны на текущий момент и будут актуальны в будущем. Есть моменты, когда вам нужно быть осторожными, в связи с чем трудности. Вот вы знаете, здесь как продолжение начатого, как выведение начатого на новый уровень, и здесь вы сталкиваетесь с трудностями, из-за этого проявляете осторожность. Не могу сказать, что она излишняя, она вполне оправданная, тем более учитывая вот эти вот карты и лупа, микроскоп, да, и карты метла, которые указывают на то, что нужно более пристально, более внимательно посмотреть на все, что происходит в вашей жизни. Ну и, соответственно, избавиться от того, что мешает. Но в работе здесь удачные, прекрасные шансы на благополучное движение вперед. Плюс здесь финансовый успех, финансовые возможности, финансовая стабильность и у многих тенденция к карьерному росту. Для тех, кто работает на себя, конечно же, это продвижение, расширение возможностей, расширение бизнеса. Для тех, кто работает по найму, это, как правило, карьерный рост, тенденция к карьерному росту. Тем не менее, все, что вы делали ранее, это было правильно. И вот эти вот меры предосторожности, вот эти вот такие внимательные шаги, они связаны с тем, что предстоит сделать выбор. Опять же, выбор направления, выбор окружения. Это будет, не могу сказать, что просто, вот скорее всего, очень связаны вот эти карты, повторюсь. Нужно более детально разглядеть все происходящее и избавиться от того, что мешает, сделать выбор. Но в любом случае в работе вы идете в правильном, верном направлении, к стабильности, к успеху, к достатку.
Что с финансами в феврале у близнецов? Что с финансами? Так, ну, во-первых, здесь получение каких-то выплат, которые вам полагались, причитались. Причем, вы знаете, возможно, эти выплаты задерживались, либо возникали какие-то такие спорные ситуации относительно того, получу, не получу, выплатят, не выплатят. Так вот, выплатят. Были переживания, возможно, переживания здесь будут оставаться относительно того, что как вот эта ваша победа повлияет на ваши взаимоотношения с оппонентами, да, с теми людьми, с кем вы, собственно, ну, так скажем, делите эти деньги. Но здесь за вами победа, победа любой ценой. Ваши оппоненты могут где-то манипулировать, где-то хитрить, где-то стараться перетянуть одеяло на себя. Тем не менее, здесь победа за вами. По финансам здесь вы прям, вот знаете, вот сорвете куш. И очень важно то, что вы проясните ситуацию. Скорее всего, у вас были, да, совершенно верно, скорее всего, у вас были вопросы относительно того, кто сколько кому должен, во сколько, в какую сумму оплачивается ваш труд, в какую сумму оплачиваете вы труд ваших сотрудников, да, если вы руководитель организации. И здесь все прояснится, здесь, вот знаете, все будет четко, вот прям по букве закона, сплошные мечи. Максимум внимания финансам в сфере вот организации. Здесь больше не про получение денег, а про решение вопросов относительно того, чтобы вернуть долги, расписать на будущее, как будет распределяться бюджет. Повторюсь, есть переживания, но здесь победа за вами. Все будет так, как нужно вам. Далее давайте посмотрим сферу любви. Ну, карта Аист обещала нам что-то хорошее. Так, сфера любви. Ой, а здесь прям, знаете, мужчина из прошлого. Либо же это новое знакомство, либо же это новое знакомство с человеком воздушных знаков зодиака, или мужчина в форме, медик, военный, юрист, возможно, начальник, руководитель какой-то организации, либо же бывший мужчина напомнит о себе. При этом здесь по рыцарю мечей, как правило, вот мы как раз-таки, вот метла, рыцарь мечей, это очень такие синонимичные карты. Придется избавиться, отказаться от того, что мешает, что препятствует достижению таких истинных глобальных целей. И нужно сказать, что здесь вот новый виток в отношениях, как либо новое знакомство, новые отношения, новое начало, либо новый виток в тех отношениях, которые были когда-то для вас актуальны. Но, тем не менее, смотрите, здесь, да, нужно будет от чего-то отказаться, чем-то пожертвовать, иначе ваши взаимоотношения, да, вот с этим вот мечевым королем, они заходят попросту в тупик. И здесь действительно есть шансы на то, чтобы создать семью, укрепить отношения. Все, что касается партнерства, каким-то образом, вот знаете, подстроить под свое видение мира, причем с точки зрения, с позиции стабильности. Но опять же, здесь нужно суметь расставить приоритеты и что-то оставить при себе, а от чего-то отказаться. Давайте посмотрим, к чему стоит стремиться. К чему стоит стремиться, близнецам? К любви. К любви. К состоянию счастья, к состоянию наполненности. Очень важно суметь признать и понять свои ошибки. У большинства здесь отыграется, что вот этот вот мечевый король, это мужчина, которого вы знали давно, это мужчина из прошлого. И вот здесь, либо же, знаете, для тех, у кого это новое знакомство, здесь проанализировать ваши ошибки в прошлых отношениях для того, чтобы их не допустить. Да, здесь карта императора. Здесь нужно принять того мужчину, который идет к вам в качестве постоянного спутника. Карта Иерофант. Прям вот то, что нужно. Нужно стремиться к официальным отношениям, либо к тем отношениям, которые в дальнейшем могут стать официальными. Семья, брак, вот все по традициям. Все так, как будет правильно. Карты вам советуют придерживаться именно такого направления, такой позиции, такой точки зрения. А чего стоит остерегаться близнецам в феврале? Близнецам в феврале чего остерегаться? Жезловую королеву. Коллега, сотрудница. Не могу сказать, что это соперница. В любом случае, у кого-то это может быть соперница, у кого-то это может быть сотрудница.
Королева кубков. Смотрите, но здесь женские фигуры. У многих это подруги, действительно. У кого-то это соперницы. Не могу сказать, что здесь как-то будут они сильно себя проявлять, потому что в сфере любви они не вышли. Возможно, будут вот эти вот активные барышни, которые могут как-то вот строить планы на вашего партнера, маячить, мутить воду и так далее. У многих это может отыграться как вот именно взаимодействие по работе, подруги. Вот женские фигуры, все, что касается женского вашего окружения, будьте максимально избирательны. Вероятнее всего, что в отношении них тоже может эта карта метла отыгрываться. Все, что касается вопросов, связанных с женским окружением, будьте осторожны, будьте предельно осмотрительны, чтобы, знаете, с одной стороны не рубить с плеча, с другой стороны не позволять им манипулировать вами, да, вот этим женским фигурам, и не позволять садиться вам на шею. Также смотрите, у кого-то может отыграться, что вот эти женские карты это ваши сигнификаторы. Как их понимать в данном случае? Посмотрите, одна королева у нас жезловая, это символ активности, другая кубковая, это символ чувственности, эмоциональности. Вот подобных ваших состояний, подобных ваших проявлений стоит избегать. Позвольте мужчине, вот он император, он у вас в совете идет, позвольте мужчине проявить себя вот как мужчина. Вы не старайтесь быть тем локомотивом, который тащит на себе ваши взаимоотношения. Плюс избегайте излишней эмоциональности, потому что здесь подход должен быть здравым. Для того, чтобы рассмотреть все через вот этот микроскоп, через это увеличительное стекло, вам важно быть объективной и минимально эмоциональной. Да, посмотрите, карта правосудия. Умение все взвесить и держать баланс. Тем не менее, для близнецов будет февраль замечательным, потому что карта колесница – это, тем не менее, движение в правильном направлении. Несмотря на якорь, на символ стабильности, он символизирует то, что все у вас будет стабильно хорошо, то, что вам важно, значимо, оно останется при вас. Вы это не потеряете. Но движение в правильном направлении вы обретаете и сохраняете. Поэтому, близнецы, вас поздравляю, вас ждет замечательный февраль. Благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.